Всем привет! Хочу записать небольшое видео в продолжение к предыдущему видео, которое мы вязали вот такие вот красивые переплетения ажурные, декоровку делали. И в том видео я говорила, когда мы делали декоровку, что переносить нужно, то есть перемещать, перекрещивать в одном направлении. То есть если мы выбрали перекрещивать, допустим, сразу налево, значит, мы всегда идем налево, потом направо, налево и направо. И во всех случаях. Ну, а потом я посмотрела на это все. Да, красиво получилось. Можно так и не запариваться. Но подумала, а почему, что нам мешает, в принципе, перекрещивать в разные направления? То есть, допустим, этот ряд мы перекрещиваем налево, потом направо, а следующие, провязали 2 ряда, перекрещиваем направо, потом налево. Ну и вот я хочу показать вместе с вами это сделать. Я уже провязала, но есть один нюанс, конечно. В этом случае, когда мы в одном направлении делаем вот этот вот перекрещивание, то наша голова не болит, мы можем спокойно, то есть мы выбрали сразу налево, перекрещиваем, все, перекрещиваем. А в этом случае нужно уже думать и вспоминать, что мы должны, на какую сторону сейчас мы должны, налево или направо начинать. И вот я хочу показать, как вот определить по рисунку. Например, мы забыли, отвлеклись, забыли, на какую сторону мы переносили. Значит, как вот понять? Это вот касается тоже и колосков. Вот мы видим, что в прошлый раз у нас отчетливо видно, что вот эти петли накрывают. То есть в прошлый раз мы шли налево, а потом накрывали этими петлями направо. То есть вот видно, что они наверху. Вот 2 петли, они как бы наверху. И значит, мы должны с этих петель и начинать. То есть они наверху были по рисунку, значит, мы и должны их перемещать направо. Так. И эти налево. И то же самое здесь. Вот эти петли, они были, заканчивались как бы направо. Мы должны их сейчас начинать с них перемещать направо. То есть те, которые петли у нас последние видны, которые мы перемещали, значит, они должны и у нас идти в первую очередь. То есть вот я посмотрела на рисунок, эти петли у нас накрывали те, значит, сейчас мы их переносим первыми. Так, только вот это вот надо взять. Мы их переносим первыми. Так. И еще раз вот повторим, посмотрим, как с другой стороны. Сейчас расположение петель, чтобы сравнить. И вот мы отчетливо видим, что эти петли с этой стороны накрывали те. Значит, мы эти и берем первые и переносим первыми их. А эти уже я много перенесла, заболталась. А этими уже накрываем. То есть вот эти 2 петли мы их накрывали, значит, мы с них и начинаем перемещать левее. То есть вот мы должны для удобства по рисунку понимать, какие петли мы должны перемещать
Вот эти 2 петли накрыты были, то есть последними накрывались. Значит, сейчас они идут у нас первыми. Так, и 2 ряда. Ну вот, я достаточно, в принципе, сделала образца. И сейчас мы сделаем вот так. И снимем с игольницы и оценим результат. И сравним, скажем так, с нашим предыдущим рисуночком. Так, вот то, что у нас получилось. То, что у нас получилось сейчас. И мы можем увидеть, что у нас посерединочке просто идет вот такая вот змеечка. Змейка. Но, чтобы я сказала, что так прям вау лучше, чем вот это, чем вот такой вот. Сейчас я беру лишние ниточки. То даже и нет. Даже может быть, если брать по визуалу, по красоте, то вот это, первый самый наш вариант, он намного эффектнее выглядит. Вот. Но кому-то, может быть, и такой понравится. Вот что я сегодня хотела вам рассказать. Спасибо всем за просмотры. И до встречи в следующем видео. Пока.